Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сейчас мы с вами будем вязать туфельки. Туфельки будут у нас застежечкой, поэтому на определенном этапе они вяжутся по-разному, потому что они тогда получается на левую и на правую ножку из-за застежки. Но то, что до застежки, вяжется абсолютно одинаково. То есть мы сейчас вяжем то, что вяжется абсолютно одинаково. А потом я буду показывать, как нужно связать для левого и правого ботика. Да? Начинаем с 7 воздушных петелек. Связали 7 воздушных петелек. И со второй вяжем 5 столбиков без накида. Связали 5 столбиков без накида и в последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида. Сделали. Далее вяжем по цепочке 4 столбика без накида. У нас осталась здесь последняя одна петелечка, и мы в нее провязываем 2 столбика, то есть делаем прибавку. Вот у нас начало подошвы. Сейчас мы будем вязать по кругу. Вот эту ниточку, которую мы ввязали, можно отрезать. И сейчас взять, например, ниточку контрастного цвета, установить как маркер. И будем сейчас с вами вязать второй ряд. Сразу в первую петелечку делаем прибавку. Далее вяжем по боковинке 4 столбика. Мы с вами подошли вот к этому полукругу, да? И сейчас в 3 петельки от этого полукруга мы делаем прибавки. В каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. Провязали. Далее мы с вами вяжем 4 столбика без накида. Провязали 4 столбика, и у нас остается здесь 2 петельки. В каждую из этих 2 петелек делаем прибавку. Провязали мы с вами второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. Начинаем столбик без накида, прибавка, вяжем 4 столбика без накида, провязали. И вот здесь на вот этом овале мы делаем блоковые прибавки. Столбик без накида, прибавка, повторяем 3 раза. То есть смотрите, вяжем столбик без накида, делаем прибавку, столбик без накида и делаем прибавку. И последний раз столбик без накида и делаем прибавку. Сделали мы блоковые прибавки. Вяжем по боковине 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И вот у нас здесь до маркера остается 4 петельки. Мы делаем точно такие блоковые прибавки 2 раза. То есть мы вяжем столбик без накида и делаем прибавку. Еще раз столбик без накида и делаем прибавку. Вот, смотрите, мы с вами уже провязали 3 рядочка. Сейчас вяжем 4 ряд. 4 ряд начинается 2 столбиками без накида. 1, 2. Делаем прибавку.
По боковине вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Опять мы подошли к этому овалу. И здесь уже идут блоковые прибавки, состоящие 2 столбика без накида прибавка. То есть вяжем 2 столбика без накида. И в следующую петельку делаем прибавку. Опять вяжем 2 столбика без накида. И делаем прибавку. И еще раз 2 столбика без накида. И делаем прибавку. Далее опять вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. У нас здесь остались петельки, и мы тут дважды делаем точно такие же блоковые прибавки, то есть 2 столбика без накида и делаем прибавку. 2 столбика без накида и делаем прибавку. Вот мы с вами связали подошву. Так вот она у нас выглядит. И у нас по кругу сейчас 32 столбика без накида. Сейчас будем провязывать таким образом. Смотрите. То есть мы берем и мы вяжем не вот так, не так, а вот берем сверху, запускаем крючок в наш столбик, потом проводим через следующий столбик, захватываем ниточку, проводим через вот эти 2 столбика, то есть смотрите, то я быстро вот так проводим, потом вот так проводим, захватываем ниточку, проводим через эти 2 столбика и здесь провязываем столбик без накида. То есть получается, что мы каждую ножку столбика как бы обвязываем. Смотрите, у нас получается такой столбик без накида вокруг ножек каждого столбика. Вот так вот, видите? Захватили и провязали. И у нас получается вот такая окантовочка внизу подошвы. Вот так вот, смотрите, еще раз я показываю. То есть каждую ножку каждого столбика мы вот так обвязываем. Здесь сильно не затягивайте, чтобы подошва не стянулась. Но фактурный край туфельки будет получаться очень интересный. Мы уже с вами как-то так делали. Вот. Это у нас отделится подошва. И мы уже потом за те петельки будем вязать туфельку. Верх туфельки, да? Давайте сейчас свяжем. У нас тут тоже должно получиться 32 петельки. Вот так вот просто берете и каждый столбик обвязываете. Вот такой край у нас получается нашей подошвы. И сейчас нам надо 6 и 7 ряд, далее, да, 2 рядочка провязать просто по 32 столбика без накида по кругу. То есть мы чуть-чуть сделаем высоту нашей туфельки. Давайте провяжем эти 2 рядочка по 32 столбика и встречаемся с вами. Будем дальше. Вот, смотрите, провязали мы чуть-чуть высоту нашей туфельки. И теперь смотрите, нам сейчас надо формировать вот здесь носочек, а здесь пяточку. Вот у меня, например, видите, как ушло от центра пятки, поэтому я отсюда маркер вытащу, а здесь, наверное, распущу одну петельку, поставлю здесь маркер,
чтобы у меня было вот по центру. Видите, вот так. И сейчас начинаем формирование уже верха туфельки. Что мы делаем? Мы сразу здесь сделаем на пяточке убавку, чтобы у нас туфелька как бы охватывала пяточку. Делаем одну убавку. 2 петельки участвуют у нас в убавочке. Сократили. Далее провязываем 8 столбиков без накида. Провязали. И сейчас, начиная отсюда, мы делаем подряд 6 убавок. Но убавки делаем не просто убавки, да, а мы делаем их полустолбиками с накидом. То есть мы делаем накид. И таким образом вот делаем убавку. 3 петельки и убавили. Раз, накид, 3 петельки, 2 убавка, накид, 3, 4, 5, и вот 6 убавок мы сделали. Они получаются вот таким вот образом, вот такими красивыми столбиками. Далее вяжем наши столбики. Восемь. И вот здесь в конце перед маркером делаем еще одну убавочку на пяточке. Вот у нас получилась такая туфелька. Смотрите, уже видно, что у нас здесь носочек. Смотрите, я таких провязала 2 штучки. До этого момента они вяжутся абсолютно одинаково. Они у нас одинаковые, да? Вот. Далее они будут отличаться, потому что у нас будет застежечка. То есть застежечка будет сюда застегиваться, и застежечка будет сюда застегиваться. Поэтому тут идет небольшое различие в вязании. Мы определим 10 петелек на задник, да? Значит, сейчас 5 петелек, 5 столбиком провязываем в эту сторону. Раз, два, три, 4, 5. Воздушная петля, поворот. Это мы формируем пяточку. И сейчас мы обратным ходом, начиная вот с этой первой петельки, вяжем 10 столбиков без накида. Раз. И вот 10. Делаем воздушную петлю, поворот. И точно так же сейчас вот по вот этому краю вяжем снова 10 столбиков, начиная вот с этой первой петелечки. Вот мы с вами сформировали вот так вот пяточку. Теперь мы с вами здесь вяжем цепочку из воздушных петелек, чтобы она у нас доставала через ножку сюда и назад. То есть такая вот петелька будет, которая будет здесь застегиваться на пуговичку. Это у нас примерно 24 воздушные петельки, такие плотненькие. Можно даже попробовать. Можно взять нашу куколку, ножка ее, да, вот
вот на эту ножку мы вяжем. Так вот, померить, чтобы вы знали, как это будет выглядеть. Вот, да, вот у нас вот мы пяточку сформировали. И вот у нас вот это вот. Надо, чтобы она сюда пришла и вернулась назад. И вот мы сейчас видим, да, что вообще-то можно даже еще и провязать. То есть вот у нас, видите, сюда дошла. Это мы с вами связали 24 петельки. И теперь надо, чтобы она сюда же вернулась. То есть вот мы смотрим, как у нас получается. Она у нас должна быть в натяжечку. Ну, то есть можно еще 3 петельки добавить. То есть это у нас было 24. А мы давайте дополнительно свяжем еще 3 петельки. 27, да, 24, 25, 26, 27 петелек. Вот. Теперь смотрите, чтобы оно у нас не перекрутилось. Подсоединяемся. Вот у нас была вот тут, и вот следующий столбик вот здесь. Подсоединяемся соединительной. Да, мы сделали. И далее нам надо с вами точно так же, как вот мы здесь по подошве провязывали, мы сейчас сделаем такой фактурный ряд и поверху. То есть вот берем и каждый столбик обвязываем столбиком без накида. Не поверху, а вот так вот сбоку. И получится очень такой симпатичный край туфельки. Каждую ножку столбика мы с вами сейчас обвязываем. И здесь провязываем те наши 5 петелек, которые у нас были недовязаны с этой стороны, но последние 2 петельки мы с вами сделаем как бы убавку на пяточке. Вот так вот сделали, и все. У нас получается, смотрите, какой фактурный интересный туфелек, да? Сейчас будем делать точно такую же лямочку на другом ботике. Берем второй туфелек и делаем то же самое. То есть вяжем в эту сторону 5 столбиков. 5. Делаем воздушную петлю и назад провязываем 10, начиная с вот этой первой петельки. Раз. И вот 10. Да? Воздушная петля, поворот, и назад тоже вяжем 10. Десять. Теперь спускаемся по боковушке и делаем вот этот вот фактурный
наш ряд, что мы вот так вот вяжем, да, вот так, за вот эти вот столбики наших петелек. То есть идем вот так по кругу до начала подъема на пяточку. Вот мы дошли, да. Теперь мы здесь провязываем столбик, еще один столбик и делаем наших сейчас 27 петелек. Сделали 27 петелек, и у нас здесь вот надо еще довязать вот этот верхний рядочек, чтобы сравнять, чтобы оно было на одной высоте. И вот тут сделаем убавку на пяточке. То есть вот берем сейчас, соединяемся вот в эту первую петельку, которая у нас вот здесь есть. И вяжем. Четыре. А последнюю мы сделаем убавочку. У нас есть двое туфелек. Тут эти ниточки надо сейчас все заправить. Вот у нас есть туфельки. Вот с такими застежечками. Ну, сейчас надо все вот это вот оформить, как у нас положено. Значит, смотрите, вот сюда, на вот этот краешек, надо пришить или пуговичку, или если вы найдете какую-то бусинку. Вот очень красиво выглядят бусинки. То есть сейчас надо так дооформить. Потом посмотрим, что у нас получилось. Вот такие вот замечательные ботики у нас с вами получились. Я пришила бусинки. Застегивается оно просто, когда пришивала бусинку, я ее сделала на ножке. И застегивается просто вот так вот петелькой вокруг лопатушки, да, нашей. Вот такие замечательные, симпатичные, красивенные, легенькие, летние, будем считать, тапочки, да, к нашему шикарному платьишку. Я надеюсь, что у вас все получилось, что все было понятно. Если захотите как-то украсить по-особому эти летние тапочки, то можете еще добавить или бантики, или какую-то вышивку. Я решила оставить так. Пускай они будут просто розовенькие, а вы там уже смотрите на свой вкус, делайте. Все, на этом мастер-класс по вывязыванию обуви для нашей девочки подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео, что связали со мной эту обувь, что вам было интересно. А на этом я желаю вам всем здоровья и удачи. До новых встреч и пока-пока.